Всем привет! На связи Степан Громов. Сегодня устанавливаем драйвера CUDA и библиотеку CUDA-NN на ваш компьютер и, конечно же, проверяем, что все работает. Я перерыл весь интернет в поисках полноценного туториала, и таких просто не существует, а официальную инструкцию от NVIDIA писали студенты-технари за зачет автоматом и даже не думали, что этим потом будет кто-то пользоваться. Скажу сразу, PyTorch не требует, чтобы на ваш компьютер были заранее предустановлены драйвера CUDA и библиотека CUDA-NN, так как он использует свою локальную папку и скачивает все необходимое сразу туда при установке самого PyTorch. Вам нужно просто выбрать верную команду для установки на сайте. Для других же случаев давайте приступим. Для начала убедимся, что на данный момент CUDA на моем компьютере не установлено. Открываем командную строку и пишем nvcc пробел двойной тире version. Как видите, командная строка вообще не понимает, что ей от нас надо, значит CUDA на компьютере нет. Следующая классная команда, которую я нашел, это nvidia-smi. Давайте ее введем, и здесь многие могут подумать, что вот эта штука это версия CUDA, установленная на ваш компьютер. Но на самом деле нет, потому что это всего лишь максимально доступная версия CUDA, которую вы можете скачать для вашей видеокарты. Кстати, да, перед выполнением всех действий, которые я описываю в этом видео, желательно также обновить самые обыкновенные драйвера NVIDIA для видеокарты. Это можно сделать через GeForce Experience и установить последнюю версию той штуки, которая подтягивается с установкой 99% программ. Я сейчас говорю про Microsoft, Visual, C++ и так далее. Ну, в принципе, я не парился, потому что периодически эти штуки сами как-то обновляются на моем компьютере. Поэтому идем дальше. Теперь, когда мы точно уверены, что никакой CUDA на моем компьютере нет, мы идем устанавливать среду разработки Visual Studio, потому что без нее установщик CUDA Toolkit начнет ныть, что установка может пройти неполноценно, а мне этого очень не хочется. Летим на сайт Visual Studio, скачиваем последнюю версию Community, которая предоставляется бесплатно, нажимаем кнопочку «Загрузить», пошло скачивание. Далее, после запуска скачанного файла, начнется довольно продолжительная установка самого инсталлятора, поэтому надо будет немножко потерпеть. Итак, инсталлятор запустился, он хочет сходу же установить нам 12 гигабайт всяких пакетов для разработки. Мне это вообще все не нужно, поэтому снимаем галочки со всех пакетов, которые он хочет внедрить в нашу систему, чтобы у нас для загрузки остался лишь основной редактор Visual Studio. Давайте также пробежимся по вкладкам, можно установить какие-то отдельные компоненты, можно выбрать дополнительные языковые пакеты. Я нажму на английский, пускай будет, и расположение установки меня в принципе полностью устраивает. Как мы видим, объем скачанных файлов сократился практически до 1 гигабайта, поэтому со всей смелостью и ответственностью нажимаем кнопку «Установить». Он, конечно же, поругается, что мы не выбрали миллиард дополнительных пакетов для установки, но нас это не особо волнует, поэтому нажимаем «Продолжить». Как же круто, что вы смотрите этот туториал в записи, потому что вам не нужно ждать миллиард часов, пока все это дело скачается через мой высокоскоростной общажный интернет. Что ж, Visual Studio остановилась, тут сразу войти и создать учетную запись. В этот раз пропустим, выберем какую-нибудь тему поприличнее. Я, кстати, всегда сижу на светлых, вообще не понимаю, как можно работать на темных темах. Запускаем среду разработки Visual Studio 2022 и сразу же закрываем, потому что не для этого мы с вами сегодня здесь собрались. Теперь в инсталляторе вы можете посмотреть, что Visual Studio действительно установилась. Потом при необходимости вы сможете отсюда скачать дополнительные штуки для разработки. Далее я настоятельно рекомендую вам установить также и Visual Studio Code, в котором вы будете воплощать свои высокотехнологичные проекты. Я рекомендую это вам сделать по двум причинам. Во-первых, в этой программе работать куда удобнее, чем в командной строке. А во-вторых, в конце этого видео я покажу вам куски кода, при помощи которых вы сможете убедиться, что CUDA и, что важнее, CUDA-NN действительно установились на ваш компьютер и исправно работают. Потому что установщик CUDA еще сможет сказать вам, что установка прошла успешно, все хорошо. А в случае с CUDA-NN вы просто копируете файлы из одной папки в другую. И потом фиг пойми, работают они, используются или просто лежат там отдыхают. Поэтому давайте сейчас установим Visual Studio Code, чтобы в конце этого видео я мог показать вам, что мы не напрасно проделали весь этот путь. Итак, нам предлагается несколько вариантов установки. User Installer, System Installer, Zip и SLI. Меня интересует System Installer. Зачем устанавливать что-то для одного юзера, если можно установить это полностью на всю систему. И далее нам предлагается выбрать одну из трех версий процессора. Архитектура. Как узнать архитектуру процессора? Заходим в меню «Пуск», нажимаем на «Параметры», далее идем в «Система».
И в самом конце выбираем пункт о программе. И здесь в графе тип системы мы можем увидеть, что наш процессор имеет архитектуру x64. С этим разобрались, скачиваем файл-установщик. Совершенно простая процедура установки. Далее принять, продолжить далее. Единственное, остановитесь на окне с дополнительными задачами и убедитесь, что у вас стоит последняя галочка «Добавить в path». Лишним не будет. Что ж, я вас поздравляю, потому что мы, наконец, можем приступить к установке непосредственно CUDA Toolkit. Переходим на сайт NVIDIA, и я, пожалуй, скачаю не самую последнюю версию CUDA, а одну из архивных, потому что бывает, понаустанавливаешь самые свежие версии драйверов, а другие нужные программы под них просто еще не обновлены. Итак, мой вариант это NVIDIA CUDA Toolkit версия 11.8. Нужно выбрать тип операционной системы, архитектуру, хорошо, что она тут одна, версию Windows и тип инсталлятора. Есть локальный, а есть сетевой. Локальный намного больше весит, и в нем содержатся все необходимые файлы для установки. Сетевой весит гораздо меньше, и все необходимое скачивает с интернета. Ниже на этой странице также есть гид по установке. Если вы сильно отчаянный, то можете его открыть, полистать, ужаснуться и закрыть. Мой выбор пал на локальный инсталлятор. Нажимаем кнопочку «Скачать», и так как у меня сверхскоростной общажный интернет, предлагаю также параллельно поставить скачиваться и CUDA-NN и пойти спать. Заходим на сайт NVIDIA для скачивания CUDA-NN. Здесь мы можем почитать, зачем все это дело используется, и нажимаем на первую зеленую кнопочку «Скачать». Далее вы можете столкнуться с небольшими трудностями в виде авторизации в аккаунте NVIDIA. Вводите свои данные, ждете письмо на почту с подтверждением, подтверждаете и можете спокойно продолжать скачивание своего CUDA-NN. Еще раз, первая зеленая кнопочка «Скачать». Переходим на страницу для скачивания CUDA-NN, соглашаемся с правами. Опять же, есть гид по установке, но если для CUDA он еще был более-менее приличный, то для CUDA-NN совсем вырвиглазный, даже смотреть не будем. Опять же, есть ссылка на архивные версии, но меня полностью устраивает вторая строка для скачивания CUDA-NN 8.9.5 для CUDA 11 версий. Я качаю 11.8, поэтому это точно мой вариант. Раскрываем нужную строку и выбираем самый первый локальный инсталлятор для Windows. Пошло скачивание, и давайте же теперь все это дело установим. Давайте для начала установим NVIDIA CUDA Toolkit. Соглашаемся на предложенную папку для распаковки временных файлов, и после непродолжительной разархивации переходим непосредственно к установке. Идет проверка совместимости системы. У меня как-то на этом этапе вылезла ошибка, что установлена более новая версия одного из компонентов NVIDIA. Я просто скопировал этот компонент и удалил его через панель управления. Далее переходим к параметрам установки. Есть вариант экспресс-установки, есть выборочная установка. Но я и сам установщик рекомендуем вам выбрать вариант экспресс. Далее подготовка и непосредственно сама установка. Все прошло успешно. На этой странице вы можете посмотреть, какие элементы были установлены. Тут самое главное это Insight для Visual Studio 2022 и какие элементы установлены не были. Не установились у нас версии Insight для Visual Studio 2019 и 2017, а также несколько дополнительных параметров, о которых вы можете почитать по ссылке. Давайте же перейдем посмотрим, потому что я хочу, чтобы наша установка была полноценной, и мало ли нам потом понадобятся эти компоненты для работы. И вкратце из того, что я нарыл в интернете, те параметры, которые не установились, просто устарели, и нам рекомендуют скачать более обновленные версии. Здесь нам рекомендуют скачать и установить вот этот NVIDIA Insight Integration, и затем под него 3 дополнительные штуки: Compute, Graphics и Systems. И если мы почитаем их описание, то оно соответствует тем параметрам, которые у нас не установились в инсталляторе NVIDIA CUDA Toolkit. Процесс установки совершенно простой, но нужно будет немного побегать по сайтам в поисках кнопки Download. Итак, нажимаем Install Now на странице с NVIDIA Insight Integration. Переходим на другую страницу. Здесь мы спускаемся чуть-чуть ниже. Здесь мы видим рекомендации, какую версию лучше выбрать, и нас перенаправляют на Visual Studio Marketplace для скачивания. Я выбираю первую 64-битную версию и нажимаю Download. Установка совершенно стандартная. Далее согласен, Install, спасибо. Возвращаемся на главную страницу NVIDIA Insight Integration и поочередно тыкаем на 3 дополнительных компонента для скачивания. И пока все это добро у нас скачивается, предлагаю установить CUDA-NN. Распаковываем его архив в любую папку на компьютере, и мы видим, что в нем содержится 3 папочки с файлами и файлы лицензии, которые нам не особо-то и нужен. Теперь на компьютере нужно отыскать директорию, куда у нас установился NVIDIA CUDA Toolkit. Если что, она будет располагаться на главном диске C, Program Files, далее папка NVIDIA GPU Computing Toolkit,
CUDA, и мы видим версию нашей CUDA, которую мы установили. Папка 11.8. Заходим в нее и видим идентичные папки bin, include и lib. И далее для установки CUDA-NN вам нужно просто поочередно скопировать файлы из папок архива, которые вы скачали, в соответствующие папки CUDA на локальном диске компьютера. То есть содержимое папки bin вы должны скопировать в папку bin, файлы include вы должны скопировать в include, и только в папке lib у вас будет подпапка x64, в которую вы должны зайти и уже оттуда скопировать все файлы в соответствующую подпапку x64 в папке lib вашей CUDA. Теперь вам нужно настроить переменные среды, но с ними очень интересная штука. Вообще они нужны для того, что когда при работе различных программ в них не прописаны пути к определенным файлам, то программа обращается к переменным среды и берет эти пути оттуда. Соответственно, в переменные среды мы должны добавить пути к нашим файлам CUDA-NN, которые мы только что скопировали, но на тот кусок кода, который я вам продемонстрирую в конце видео для того, чтобы убедиться, работает ли у меня CUDA-NN или нет, вообще никак не влияет то, поместил ли я его пути в переменные среды. Но в инструкции этот этап есть, все обзорщики его делают, и давайте сделаем и мы, мало ли какие еще существуют примеры, о которых я не знаю, но которые требуют выполнения этих действий для своей работы. Заходим в поиск, вбиваем туда изменения системных переменных среды, открываем и тыкаем на кнопочку переменные среды. Здесь мы видим, что можно создать переменные среды пользователя для юзера и системные переменные, а также можно заметить, что при установке NVIDIA CUDA Toolkit автоматически создались переменные CUDA-Path и CUDA-Path V11.8. Но сейчас нас больше интересует системная переменная Path, в которую мы должны поместить все те пути до файлов CUDA-NN, которые мы с вами недавно скопировали. Вы их сейчас можете видеть на экране, и теперь давайте добавим их в переменную path. Раскрываем ее, и хочу обратить ваше внимание, что путь до папки bin здесь уже есть, и нам остается лишь добавить остальные. Нажимаем создать, вставляем одну из ссылок, и так 4 раза. Ничего сложного. Также хочу сказать, что многие обзорщики рекомендуют также создать системную переменную CUDA-NN с теми же самыми путями. Давайте этим сейчас и займемся. Нажимаем кнопочку создать, в имя переменной вписываем CUDA-NN, а в значение переменной копируем через точку запятой все те пути, которые вы видите на экране. Нажимаем кнопочку ОК, и сейчас мы можем двойным кликом раскрыть нашу переменную CUDA-NN, чтобы убедиться, что мы правильно вписали все необходимые пути. Многие также рекомендуют добавить эти же пути в переменную path для пользователя user, которая находится в окне выше. И также скопировать туда пути CUDA-NN, CUDA-Path и CUDA-Path V11.8. Нажимаем 3 раза ОК, и системными переменными покончено. Теперь давайте установим 3 пакета Insight, которые я скачал ранее. Там ничего сложного, совершенно стандартная установка. Единственный компонент Compute пожалуется, что он уже был установлен, но мне не жалко, пускай установится еще разок. Ребята, я вас поздравляю, мы успешно справились с установкой драйверов CUDA и библиотеки CUDA-NN. Давайте зайдем в командную строку, чтобы убедиться, что CUDA у нас действительно установилась. Снова вбиваем команду nvcc-version и видим, что в этот раз командная строка возвращает нам версию CUDA, установленную на наш компьютер. А в команде NVIDIA SMI без изменений она все так же выводит нам максимально поддерживаемую версию CUDA 12.2 для нашей видеокарты и всякую дополнительную информацию. Итак, теперь то, ради чего я записываю это видео. Как проверить то, что у нас работает библиотека CUDA-NN. Для этого заходим в командную строку и вбиваем туда команду pip install TensorFlow-GPU. Она скачивает и устанавливает библиотеку TensorFlow для машинного обучения. Я думаю, многие про нее слышали, и в частности версия GPU позволяет для этого использовать видеокарту. И, внимание, обязательные условия. Версия Python от 3.7 до 3.10 и установленный pip, иначе не заведется. Мы скачиваем последнюю версию TensorFlow, доступную для Windows, умеющую работать с видеокартой. Это версия 2.10. Все, что выше, с видеокартой на Windows больше не работает. Отлично, все установилось. Теперь давайте взглянем на код, который я набросал в Visual Studio. Первые две команды импортируют нужные библиотеки. С этим, я думаю, проблем нет. Команда в 4-й строке печатает, доступна ли сейчас CUDA. True – да, false – нет. Аналогичная команда для CUDA-NN написана в 5-й строчке, но, к сожалению, она не работает от TensorFlow версии 2 и выше. Я даже сейчас попробую вам ее запустить. Вы можете видеть значение true для
для команды в 4 строке, то есть CUDA у нас работает, а от следующей команды терминал просто в шоке. Он даже спрашивает у нас, может вы имели в виду из build with CUDA, то есть отсылая нас к команде из 4 строки. Вот, увидел этот способ проверки cuDNN в интернете, посмотрел, что он не работает и решил рассказать об этом вам, чтобы вы не тратили свое время. Окей, следующая бесполезная команда прописана в 7 строке. getBuildInfo. Она просто выводит вам статические числа, которые были заранее прописаны при установке TensorFlow. 8, 9, 10 строчка просто выводит вам из этого списка getBuildInfo версии CUDA и cuDNN. Но опять же, это просто заранее прописанные статические числа, которые абсолютно ничего не значат. Следующие две команды из 12 и 13 строчки я уже взял с официального сайта TensorFlow. Первая команда возвращает вам Tensor, и это обозначает, что TensorFlow работает с центральным процессором. А следующая возвращает список физических девайсов GPU, что обозначает, что библиотека работает с видеокартой. Ну и также команда из 15 строки, она якобы неофициальная, выводит вам всю информацию о доступных девайсах, о центральном процессоре и о видеокартах. То есть вот, запускаем код, видим, что CUDA действительно работает, видим всю информацию из функции getBuildInfo, далее мы можем найти Tensor и лист физических девайсов GPU. Ну и также последняя команда выводит обширную информацию о подключенных TensorFlow центральном процессоре и видеокарте. Давайте сейчас попробуем выкинуть из папки CUDA один из файликов cuDNN и посмотрим, как поведет себя код. Запускаем и... да, видим такое сообщение cannot open some GPU libraries. То есть здесь он говорит именно про cuDNN library. Это то, что нам и нужно. Давайте теперь вернем файлик на место, копируем его обратно и снова запускаем код. И, о чудо, никаких ошибок или каких-то сообщений нам больше не выводится, и все работает так же, как и раньше. Мне кажется, это отличное подтверждение тому, что CUDA и cuDNN успешно установлены на наш компьютер и работают с библиотеками для машинного обучения. Ура! Но если вам этого мало, у меня есть еще один способ. В общем, подглядел у коллеги-блогера такой вот код для обучения какой-то модели. Я, если честно, его целиком не разбирал. Самое главное то, что он работает, и если мы его запустим, то непосредственно перед началом обучения мы увидим сообщение Loaded cuDNN version 8.9.0.5. Именно та самая версия cuDNN, которую мы с вами скачали, загрузилась в коде для обучения модели. Все, вообще все, что я использовал в этом видео, вы сможете найти по ссылкам в описании. Спасибо большое этому парню, который одолжил мне этот кусок кода для обучения модели, при помощи которого я смог убедиться сам и убедить, надеюсь, вас, то, что cuDNN реально успешно был установлен на мой компьютер. Ну и в целом, это все, чем я хотел поделиться в этом видео. Спасибо большое за просмотр. Это было нереально трудно для меня. 5 часов съемок. Все, я пошел спать. Спасибо огромное доктору Саеду из Черногорского международного института Data Science за поддержку в создании этого видео. Желаю вам удачи и пока-пока.